told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay Всем strong. привет! И вы на канале Мисс Литл, и меня зовут Анастасия. Как вы уже поняли по названию этого видео, сегодня у нас с вами видео только для девочек, и сегодня мы с вами поговорим о лайфхаках, которые должна знать каждая девочка. Сразу говорю то, что какими-то я сама пользуюсь, какие-то я недавно нашла и просто в шоке, как я без них жила. И да, в общем, куча классных лайфхаков, которые вам обязательно нужно попробовать. Если вас это заинтересовало, если вы девочка и ищете какие-то легкие способы для своей жизни, то оставайтесь вместе со мной, но мы с вами начинаем. Первый лайфхак для тех, кто часто носит бижутерию. Я ее, кстати, просто обожаю. Я вот сейчас в кольце, вот в такой вот классной подвеске. Я просто обожаю носить какие-то аксессуары. Но есть большая проблема, которая происходит со многими металлическими аксессуарами, и это то, что со временем они начинают оставлять какие-то зеленые следы на вашем теле. То есть, например, многие кольца, которые сделаны из металла, даже иногда бывает из серебра, они просто оставляют у вас зеленое пятно вокруг вашего пальца, и от него не больно, ничего сильно с кожей это не делает, но все равно, как вы знаете, эти зеленые пятна, они проходят там за час, за два, и просто ходить с каким-то странным пятном у себя на руке, ну, не очень супер. У меня также такое было, когда я носила подвеску, она оставляла у меня следы на моей шее. В общем, если у вас тоже такие часто бывают проблемы, то советую вам лайфхак. Возьмите прозрачный лак и просто покройте его свою бижутерию. Так ваша бижутерия будет блестеть и будет выглядеть красивее, соответственно, автоматически, и также она не будет оставлять никаких следов. Следующий лайфхак тоже связанный с бижутерией, и он для тех, кто любит носить разные подвески, но не знает, как их правильно сложить, чтобы они, знаете, не закручивались, не перевязывались, и просто как бы, ну, знаете, были всегда распутанные, потому что, поверьте, распутывать бижутерию — это просто ужас. Можно 30 минут сидеть, и в итоге ничего не получится. Я уже выхожу из темы, но, короче, что мы с вами делаем? Мы с вами берем обычную трубочку, одеваем ее на нашу подвеску и вешаем. Все, автоматически ваши подвески, они не будут никак скамкиваться, никак не будут, знаете, между собой перекручиваться, и не придется вам все раскручивать потом по 100 раз. Я человек, у которого, мне кажется, очень много туши, серьезно, у меня там где-то в подвалах лежит моя тушь, у меня здесь в моем столике куча туши. В общем, я люблю красить свои глаза, и у меня очень частая проблема в том, что моя тушь со временем, она начинает выглядеть вот так. Согласитесь, не супер картинка, особенно наносить такой тушью себе на глаза, это просто какой-то ужас. Но не стоит ее выкидывать, ребята, потому что можно просто это с легкостью исправить. Берем с вами нашу палочку от туши, ставим ее под горячую воду, немножечко промываем, и все, она становится как новенькая. Ничего тратить не надо, просто использовали горячую воду, ничего не выкинули, и все супер. Я узнала об этом лайфхаке совсем недавно, и просто не понимаю, как я без него до этого жила, потому что реально очень-очень классно, очень круто помогает, и ставим лайк. Знаете, раз уж мы пошли в такую тему макияжа, следующий лайфхак тоже о очищении вашего спонжика. Я заметила то, что очищать спонжик гораздо сложнее, чем мыть обычные кисточки для макияжа. Если кисточки, например, я могу просто под водой вместе с мылом отмыть запросто и высушить их там за один день, то со спонжиком все гораздо сложнее. Но я нашла классный лайфхак, который реально очень классно работает. Мы с вами берем обычное мыло для посуды, заливаем его в воду, ставим в эту воду наш с вами спонжик и кладем эту в микроволновку на 1 минуту.
И автоматически наш с вами спонжик, он пропитается вот этим вот мылом, он немножечко, можно сказать так, подтает, и его будет гораздо легче отмыть. Следующий лайфхак тоже для наших девочек, которые просто обожают краситься, и лично я этим лайфхаком пользуюсь очень часто, потому что я человек, который просто обожает наносить помаду. Мне очень нравится наносить помаду разных цветов, пытаюсь не перебарщивать, но наношу, обожаю помаду, и особенно мне нравится, когда цвет держится долго. Если просто наносить обычно помаду, то она смоется через час, ну, если вы ничего не будете делать. А если вы поедите, будете по 100 раз там трогать свои губы, то, конечно же, она гораздо быстрее смоется. Но у меня есть лайфхак для тех, кто так же, как и я, хотят ее более дольше держать у себя на губах. Смотрите. Для того, чтобы помада дольше держалась на ваших губах, мы с вами наносим первый слой обычной помады, после чего берем обычную пудру и наносим ее на наши губы. И дальше делаем еще один слой помады. В итоге, во-первых, цвет появляется ярче и дольше держится. Так. Последний лайфхак, связанный с макияжем, обещаю. Просто я столько много всего интересного нашла и просто не могла с вами не поделиться. Для каждого макияжа есть разные кисточки, и мы это с вами все прекрасно знаем. Там для пудры одни, для хайлайта другие, для румян еще другие, для наших с вами глаз совсем другие. Как бы все кисточки отличаются, и все они, ну, не совсем дешевые, давайте скажем так. И если вы хотите не тратиться много на свои кисточки, то предлагаю вам такой один очень интересный лайфхак, из которого вы можете просто обычную кисточку для пудры превратить в кисточку для хайлайта и для румян. Знаете, такую плоскую, которую просто берем с вами нашу клипсу для волос, невидимку, подкорректируем ее под нашу с вами кисточку, и все, у нас с вами получается вот такая вот красота. И потом это можно, соответственно, наносить себе на лицо, хайлайт, бронза, румяна, все будет просто шик. Не потратились, просто воспользовались одной невидимкой, и все просто и легко. Пробуйте. Бывало ли у вас такое, то что ваш дезодорант вас подводит, не избавляет вас от запахов, не работает, либо же у вас его просто нету с собой? Так вот, что же делать? Что же делать, если у меня спорт, если я потею, я боюсь то, что я буду как-то пахнуть, либо у меня будут оставляться какие-то отпечатки на моей одежде? У меня есть для вас лайфхак. Для этого просто берем любую пудру, лучше все-таки взять baby powder, знаете, вот эту вот детскую, и наносим ее, соответственно, под нашими подмышками. Baby powder впитывает в себя вот этот вот весь пот и избавляет вас от этих пятен на вашей одежде. Да, так что всегда носите ее с собой. Ее и хорошо наносить на лицо, когда, знаете, жарко, чтобы избавиться от пота, и также в те самые места. Ну что, в принципе, на этом и закончились мои, так сказать, девчачьи лайфхаки. Пишите в комментариях, каких вы знали, каких нет, какими будете пользоваться. Хочу сказать то, что каждый лайфхак из этого видео мне очень сильно по душе. Да, возможно, какие-то я совсем недавно нашла, но они реально рабочие и классно помогают, так что пользуйтесь. И если у вас есть какие-то лайфхаки, то обязательно делитесь ими в комментариях. Я уверена, то, что каждая девочка, да и я, будет благодарна вашим советикам. Ну и да, ставим лайки, подписываемся на мой канал. Я вас целую, до скорой встречи и всем пока-пока. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile.